Здравствуйте, наши дорогие коллеги! Вы на канале «Давай запишем», в студии Александр. Сегодня мы хотим вас познакомить с готовыми комплектами для домашней звукозаписи от известных компаний ESI и Presonus. Начинаем! Итак, полное название комплектов это ESI U22 XT Cosmic Set и Presonus AudioBox 96 Studio. И первый вопрос, что почем? ESI 22 тысячи, Presonus 21 тысяча рублей. То есть, в принципе, их можно назвать равноценными. Второй вопрос, из чего они собраны? Первый укомплектован двухканальной картой, наушниками, микрофоном с кабелем плюс USB, настольной стойкой и ветрозащитой. Вот, видимо, из-за наличия этих аксессуаров комплект и стоит чуть дороже. Второй в себя включает также аудиоинтерфейс 2x2, наушники, микрофон с 3-метровым кабелем и кабель USB. Сразу добавлю, что оба этих набора имеют в нагрузку еще и бесплатный софт, но о нем мы поговорим позже. Теперь давайте будем разбираться отдельно по каждой единице и начнем с аудиоинтерфейсов. В обоих случаях карты 2496, обе двухканальные, как я уже говорил, но сразу бросается в глаза то, что у Presonus входы комбинированные XLR-TRS, микрофонно-инструментальные, а ESI имеет только один микрофонный вход, второй Hi-Z исключительно инструментальный. Ну вот, уже начинает просматриваться некое отличие по мультизадачности этих карт. Дальше. Регуляторы громкости на каждый канал у них есть, на наушники тоже, ручка общего уровня обязательно, причем замечу, у ESI она будет поудобнее. Ну и наконец, управлять балансом сигналов предусмотрено у обоих экземпляров. Вроде тут все одинаково, хотя стоит отметить, что входное гнездо для наушников у Presonus находится сзади, что может не всем понравиться. Продолжаем. Если заглянуть на задние панели, то видим, что выходы у обоих балансные, и вот оно резкое отличие. В Presonus предусмотрена работа с MIDI оборудованием, у ESI нет. Но зато у последней есть возможность подключить любой стереоисточник через линейный вход на двух RCA разъемах. Только надо не забыть нажать вот эту кнопочку. Что ж, если нам опять оглянуться на мультизадачность, то нельзя сказать, что это хуже или это лучше. Каждую карточку мы выбираем, исходя из наших каких-то определенных целей. Так, про интерфейсы пока хватит, переходим к следующим единицам комплектов. Микрофоны. Они легенькие, что немного напрягает, оба конденсаторные, кардиоидные, диафрагмы по 1 дюйму, частотный диапазон 30-18 тысяч у Cosmic 10, 40-18 тысяч у Presonus M7. И вот здесь возникает первый вопрос к этим микрофонам. Хватит ли такого диапазона, чтобы запись была качественной? Ведь, как известно, обычно студийные микрофоны, даже самые дешевые, выдают от 20 до 20 тысяч Гц. Как, например, вот этот SE Electronics. Предлагаю, давайте не будем думать и гадать, а просто возьмем и послушаем их в работе. Каждый со своим родным аудиоинтерфейсом плюс X1A через эти же карточки. Слушаем. Компания ESI выпускает профессиональное аудиооборудование уже более 10 лет. На данный момент она является одним из лидирующих поставщиков профессионального и полупрофессионального аудиооборудования. Продукты под торговой маркой ESI широко известны и ежедневно используются тысячами пользователей во всем мире. Продукция компании разрабатывается и производится во многих уголках земного шара, включая несколько городов Германии. Главный офис расположен в Корее, головная компания, которая производит и распространяет продукцию, находится в Германии. Компания Presonus начинает свою историю в 1995 году. Целью компании всегда было создание и разработка профессиональных, доступных по цене инструментов для музыкантов и аудиоинженеров.
Отдел продаж, разработчики, служба поддержки Presonus – это люди, имеющие многолетний опыт работы со звуком. Отлично зная потребности пользователей, инженеры Presonus создают продукты, сохраняя высококлассный звуковой тракт и отсекая лишний функционал. Я думаю, тест был наглядный, и вы все услышали. Что вам понравилось и какие впечатления появились, пишите в своих комментариях, а мы идем дальше. Наушники. У ESI они закрытые, у Presonus полуоткрытые. А это значит, что при записи вокала с Presonus могут иметь место небольшие проблемы с проникновением минуса в вокальную дорожку. Микрофон по-любому что-то снимет с наушников. Поэтому здесь надо как-то приспосабливаться, делать минус как можно тише, ну или просто иметь вторую пару наушников, исключительно для записи, то есть закрытых. Но зато при работе со звуком, к примеру, делая то же сведение в полуоткрытых, будет комфортнее. Так что здесь у этих комплектов вроде как боевая ничья. На голове они сидят как обыкновенные игровые недорогие наушники, весят они немного, как мне показалось, ESI поуютнее будут, ну и звучат они согласно своей цене. Низ, естественно, приукрашен, верх кое-где сыпет, где-то чуть провален, но это не говорит о том, что они совсем не пригодны для студийных задач. Да, они не играют так, как байеры за 15-20 тысяч, но приспособиться и привыкнуть к их звучанию вполне можно, тренируя ухо на качественных референсах. Что касается громкости, то вам ее тут хватит более чем. Играют они достаточно громко в обоих случаях. Кстати, тем и хороши комплекты, что все входящее в них оборудование подогнано по всем характеристикам одно под другое. И вопросы типа «А раскачает ли эта карта эти наушники?» просто не существует. И добавлю, что сопротивление у обоих 32 Ома, то есть их в состоянии будет раскачать даже любой телефон. Ну и еще момент, который представляет собой большую важность при студийной работе – это мониторинг. Как я уже говорил, баланс между минусовкой, играющей с компьютера, и входящим сигналом с микрофона или гитары настраивается. У Presonus все по классике, то есть мы слышим и минус, и микрофон с гитарой в обоих ушах. А вот ESI маленько перемудрили. В обоих ушах мы можем слышать либо минус с голосом, переведя селектор в положение майк, либо минус с гитарой, положение Hi-Z, но как только мы захотим услышать все вместе, селектор по центру, голос убежит в левое ухо, гитара в правое. Ничего страшного в этом нет, приспособиться и привыкнуть можно. Ну а теперь, друзья, коротко о том, какой софт идет вместе с этими наборами. Вообще, надо сказать, что это очень правильная задумка маркетологов – собрать в одну коробку буквально все, что нужно человеку для того, чтобы он просто сел и без лишних движений сразу начал творить. Действительно, это очень удобно. Ничего не надо искать, ничего не надо лишнего качать, тут уже все есть. И опять-таки, все подобрано, все оптимизировано, все должно работать корректно и т.д. и т.п. Значит так. Presonus упаковался станцией Studio One Artist, что совершенно естественно, и набором плагинов Studio Magic, где можно найти просто кучу звуков и эффектов для Studio One. Станция эта хоть и называется начального уровня, но в ней очень легко работать, там все интуитивно понятно, количество дорожек не ограничено, и звук на выходе мало чем будет отличаться от Pro-версий, если с ним уметь правильно работать. Теперь про ESI. Цифровая рабочая станция прилагается, она называется Bitwig Studio 8 Track, и пусть она не такая раскрученная, как Cubase или Reason, но творить в ней можно ничуть не хуже. Дело в малом – привыкнуть к интерфейсу и раскопать, где там что есть. Ну а дополнительно к этой DAW вы получите еще и мощный профессиональный DJ-софт Decadence LE и джемминг-инструмент Inton ESI Edition, где найдете массу инструментов и плагинов для создания качественной музыки. Ну и отдельным пунктом я должен подчеркнуть жирной линией тот момент, что ESI, товарищи, это одна из немногих карт, которая совершенно корректно работает под Linux.
Думаю, что этот момент очень порадует тех пользователей, которые принципиально или в силу других причин работают на Linux и ничего менять не собираются. Друзья, мы практически в финале нашего обзора. Сейчас я еще что-то сыграю и спою, чтобы вам было более понятно, что из себя представляют эти комплекты в работе. Но свое заключение я готов дать уже прямо сейчас. Для того, кто желает начать работать прямо сейчас и ничего не имеет кроме компьютера, вот такие вещи, тем более за такие деньги, это чуть ли не самый оптимальный вариант. Да, уровень стартовый и можно найти какие-то претензии к звуку микрофона или наушников, но это много лучше, чем совсем ничего. Давайте начнем работать, а потом уже будем смотреть, нужен нам апгрейд или вот этого хватит с головой. Пишите, комментируйте, спрашивайте. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на нашем канале. Опять прячешь свои слова, прячешь свои глаза. Что мне еще сказать? Молчать, узнать под проливным дождем. Может, спасенье в нем, выход с тобой найдем. Под дождем, под дождем, с неба по каплям мы любовь соберем. Под дождем мы вдвоем можем остаться навсегда. Под дождем. Зачем ты это стал делать? Не знаю. Мы же договорились. Да? Ну вот как-то вот мне... Под съемку сделаем. Можем остаться навсегда.